Такое интерьерное панно на Etsy продают за $156. Давайте сделаем его сами с минимальным бюджетом. Результат в конце видео. Берете квадратный холст и расчерчиваете его на круги, для того, чтобы ряды были ровными и симметричными. Для этой работы я буду использовать эластичную текстурную пасту Sonnet. Имейте в виду, что эта паста дает хорошую усадку и быстро высыхает, поэтому обязательно, когда вы выложили небольшое количество, закройте баночку, чтобы не подсохло. Также эта паста отличается хорошим сцеплением практически с любой поверхностью и предназначена для работ на холсте. После высыхания такая паста никогда не отпадет, и снять ее будет очень сложно, если невозможно. Набирайте небольшое количество пасты на инструмент, в данном случае у меня мастихин, и вот такими скользящими движениями выкладываете ряды. При этом ручка мастихина должна смотреть в центр холста. Чтобы закончить работу, финальные мазки должны быть небольшими, поэтому не набирайте много пасты на мастихин. После этого оставляйте работу до полного высыхания, примерно сутки. После того, как все высохло, вы можете нанести интерьерную краску. 2-3 слоя будет достаточно. Цвет на ваше усмотрение. Каждый слой должен хорошо просохнуть. Покрываем объемную часть клеем для потали. Сразу скажу, что нужен именно такой клей. ПВА, еще какие-то здесь не подойдут. Наносим поталь. Поталь не жалеем, потому что если будете экономить, то появятся где-то трещины, будет не очень красиво. У меня зеркальная поталь, она не окисляется, поэтому я могу работать без перчаток. Особенность зеркальной потали заключается в том, что когда вы начинаете ее кисточкой убирать, она просто превращается в пыль. И такую пыль очень сложно убрать, поэтому, чтобы удалить все частички зеркальной потали, я использую пылесос с специальной насадкой. И финальный аккорд – это глянцевый акриловый лак. Вот такой результат получился, и по себестоимости обошлось примерно в $15.